Better? It's still warm. It's still warm. We Very just left, good. so We did it's some fire this morning. But we need some wood, yeah? yes. Ну что ж, пока все спали 1 января, мы уехали на юга. Эстонские юга. На улице где-то 1,5-1,0 градусов. Tere! Aitäh teile ka! Aga see tee läks teist teed, siit tulevad nad tagasi. Женщина сказала, что тут это встречная полоса. Люди отсюда выходят, а мы заходим. А заходим мы потому что пара, которую мы встретили на парковке, она тоже с рюкзаками была. Не ночевали в том месте, куда мы сейчас собираемся. Они сказали, что эта дорога, этот край дороги, он короче. А нам чем короче, тем быстрее. Вышли в болотной степи. Ветра тут, скажу, суровые. Я вижу, мы уже приближаемся к нашему месту назначения. Предвкушаю оставленный предыдущими туристами огонек. Bye. Бай. В общем, мы оккупировали домик, раскидали свои вещички, развесили весь наш провиант по категориям мокрое, сухое. Лично я обожралась мандаринами. Артур, наверное, полуголодный, даже не полуголодный, а полуголодный. У меня на завтрак был апельсин. Ладно, он голодный. Ну, что ж, мы готовы снова вернуться на старт за дровами. Не так, чтобы их тут мало. Вообще-то их тут немало. Кто-то тут постарался для нас. Но мы тоже постараемся для кого-то. Может быть, и для себя только. Как получится. Все зависит от погоды и температуры ночью, завтра, послезавтра. Подожди, сегодня, завтра. Сегодня и завтра. Баночка меда. Да, вы посмотрите, у нас тут Подарки. сплошные подарочки. Тут смотри, даже Майси, звездочка есть. Ну все, сейчас мы намажемся Живем. и в прорубь. Что, домики плюс 16 даже. Да. Или даже плюс Реально 17. 16. Короче, тут вообще комнатная температура. У меня дома, если что, где-то плюс 20, плюс 18 варьируется. Тут даже огнетушитель есть, ты прикинь, это первый вижу с огнетушителем. Я. Из дымовых Да. датчиков. Да, и дымовой датчик. Он там беленький светится. А он даже работает, что интересно. Мы уйдем, он запищит, и лишь бы хата не сгорела. Ну и пачку кеши мы, конечно же, мышам не оставим. Верно? Да, дрова к хижине в комплекте не прилагаются. Все то, что лежит возле печки, было доставлено предыдущими путниками. Поэтому на ближайшие 2 дня мы были обеспечены как минимум этой целью, вернее задачей.
Ведь цель – это сохранение тепла в избушке. В общем, дрова добыли. Ну, пока дотащила растопку, дрова. Жутко вспотела. Прям хоть сейчас в прорубь прыгай. А тем временем уже время заката. Сейчас мы, наверное, что-нибудь вкусняшек наберем и пойдем его встречать обратно на деревянный настил. Настроение хорошее, вокруг все как в сказке. Так приятно оказаться в тишине. Я имею в виду в тишине, когда не слышно загруженного автомобильного трафика. Там Харюма. Сложно как-то найти такие места, чтобы не было слышно шума машин. А тут, пожалуйста, единственный самый шумный шум — это треск колющихся дров в хижине, шум ветра, падающего снега и моего трёпа. Уже явно не плюс 15. А тем временем у нас тут дело идет к бане. Но здесь уже плюс 23. На обед у нас были хурма, мандарины, а на ужин кешью, фисташки и жареные семки. А перед сном мы отправились в поисках звезд. Доброе утро. Сейчас где-то 9:30, 2 января. Спалось не очень. В домике было тепло, но почти всю ночь будили поползновения мышей. Сначала под домиком, потом они уже настолько обнаглели, что вылезли на поверхность и начали рыскать по столу. Поскольку все свои съестные припасы мы спрятали в гермомешок, подвесили к потолку. Мышам особо ловить нечего было, поэтому они просто
скидывали все фантики, которые имели какой-либо запах еды. Ну и играли ими в футбол. Температура в домике за ночь опустилась до плюс 11. Но это ненадолго уже. Наша пищевая груша. Мыши тщетно пытались все это добыть. Это не мышь там вытащила? Или это ты так сунул? Это я так сунул. Что ж, на улице тем временем уже, вернее, еще -6. В домике температура поднимается. А там сегодня ночевали наши соседи. 3 мужчин. К ним приехал друг из Америки, и они решили ему показать суровые эстонские каникулы. В общем, 11 час. Мы только сейчас даже не начали еще завтракать. Ждем, пока вода закипит. Попьем чаю. К нам тут присоединились спутники еще, которые ночевали неподалеку в палатке, чтобы позавтракать в тепле. Вот. 1 из спутников рассказал, что 20 лет назад он тут был с экскурсией со школы. И вот этот домик с тех пор почти не изменился. Единственное, что тут печку переделали. А все остальное осталось абсолютно таким же. За 15 лет. Не тронуто. Прикольно. Вот это вот. Это не нужно никому. Термос, который уже, наверное, весь сгнил, заплесневел изнутри. Это. Там еще шампура. 5-литровые баклажки. Это весь мусор, который удалось сгрести с этого столика. В моей уборке даже муха жила. Но сегодня уже погода поморознее будет. Вчера по этой тропе очень много народу было встречено. Сейчас идем. Час дня. Воскресенье, 2 января. Людей уже не так много, но они есть. Там семья что-то празднует. Нос подтекает. Рука мерзнет. Сырой мороз. Ну что ж, снова загрузились дровами. Будем согреваться. Сегодня вон целый автопарк собрался. Ну что ж, вот она романтика походных будней. Спонсор нашего перекуса — подсолнечные семги. Зум-зум. Обжаренные. Все как в лучших традициях.
Решили перед сном протоптать тропу себе на завтрак, так как ее почти всю занесло снегом. А после прогулки мы вкусили веганский тортик под ромашковый чай. Завтрак. Ну что ж, теперь уже утро 3 января. Где-то около 10 часов утра. Сейчас мы отзавтракаем размороженными овощами и двинем в обратный путь, оставив прогретой хижину для следующих посетителей. Едем через Тарту. Там нас будет ожидать пассажир. Таким образом можно экономить немного на топливе в поездках, в далеких поездках. Приветик от Артура. А что такую тяжелую-то взяла? И что мне тут это подтасовал? Сама схватила. Вот моя вязаночка.